Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi PUBG. С вами, как всегда, Яна, и это то самое видео, за которое вы сами и проголосовали. Совсем недавно на платформе Socials мы запустили голосование, с каким игроком снять наше следующее интервью. И вы при помощи фан-токенов Na'Vi проголосовали за интервью с Ваней и Бахом. Поэтому вам огромное спасибо за то, что принимаете участие в жизни нашего канала. А для тех, кто не знает, как работает эта платформа и что это вообще такое, переходите по ссылочке в описании и уже сейчас выбирайте контент на нашем канале. И всем приятного просмотра. Всем привет, это Ибах. Никем. Вот буквально у меня появился компьютер лет 8-9, там я обнаружил, что там есть сеть. В CS 1.6 я начал играть, и все, я думал, все, это мое. Никем пожарным, там космонавтом, кто там еще есть, врачом, больным, никем не хотел стать. Я не знаю, лет, наверное, под 8, что-то такое. Я не очень помню те времена, если честно. Но это, скорее всего, это был либо Ил-2 штурмовик, который батя играл на джойстике, либо противостояние, там, второе, какие-то игры, танки, там, что-то такое. А, еще Домовенок Кузя, помню, игра была. Есть брат старший, сводный, ему много лет, очень много. Тот момент, когда ты не можешь вспомнить, сколько брату лет, ему много лет. 46, по-моему, будет вот в сентябре. Нет, спорить не приходилось, но у меня шансов там вообще не было. Разница сколько получается? 17 лет? Не, без шансов. Да, конечно, ходил. Я там и ночевал, вот эти похождения были с друзьями. Один там на ночь компьютерный клуб, и я работал там якобы там помощником администратора, набирал там за людей тексты, просто за деньги. А играл, в CS 1.6 тогда играл часто, и в Доту еще первую. Были ли какие-то казусные ситуации в этих клубах? Ну да, скорее всего. Ну я там часто играл там на нике со всякими людьми, которые были постарше меня. Ну, то есть мне лет 10 или что-нибудь 11, и там какой-нибудь человек приходит, у него ник хедшот, а у меня ник хедшот. И все, мы с ним играем на ник, я там его 16-0 выигрываю, все, человек расстраивается, обзывается, и все. Обычно я еще на еду играл просто, 1 на 1. Там сникерс, хот-дог там в комклубе мне покупали. Уходил ли ты сытым с компьютерного клуба? Конечно, всегда сытым был. Какой самый большой выигрыш был? По-моему, что там пара сникерсов, хот-дог точно я выигрывал. А, ну и колу еще какую-нибудь попить. Ну, звучит как такой сытненький обед, мне кажется. Так я маленький, мне много не надо было, мне на день хватало этого. Ну и доширак еще какой-нибудь. Прямо о слове киберспорт я не слышу лет, наверное, до 11, ну прям до 11-12. До этого просто мы в сетке там собрали команду по CS 1.6, то есть я был маленький, там и пацаны рядом со мной, там 14-15 лет. И вот тогда я узнал, что там люди соревнуются, играют там какие-то кланвары, так называлось это все, КВшки, и вот пошло-поехало. Да я не решал, я просто вот играл, там понимал, что хорошо играю, ездил там с ребятами в другие города на турниры, и вот так все пошло. Да, на самом деле, против никогда никто не был. Батя поддерживал, отвозил на турниры, прям буквально, там, не знаю, к 8-9 утра отвозит в интернет-кафе, потом вечером забирает домой, и все, и как-то так. Они продолжают сейчас интересоваться твоей киберспортивной жизнью? Там да, следят турнирами, смотрят видео? Да, мама смотрит, поддерживает, переживает. Есть такой стример, Nexus. Ну, они играли типа компании, я присоединился, и все, мы давай там плавать на лодках, взрывать друг друга с гранат. Моя первая игра началась с того, что я взял Сайгу X8 и стрелял с нее, там, не знаю, метров на 500. Примерно так все выглядело. Да, это совпадение. Я очень часто раньше менял ники, и в один момент у меня был ник просто вот Убах, ну, так же, как сейчас написан. Я играл в доту и познакомился с Дредом на стриме, и все, он давай называть там Ибах, все, и вроде как закрепилось. Самая первая команда была Грубые, пока молодой, Снупик и Шейд. И буквально мы отыграли пару квалификаций на турниры, и нас подписали потом Na'Vi. Ну, по эмоциям, наверное, PGC 2019, это потому что там был очень большой контраст эмоций. Там буквально одна игра и все. То есть, где мы не должны были проходить, а прошли. А исключительно по позитивным эмоциям, это вот последний глобал, где мы выиграли с ребятами. Да фиг его знает, я не знаю, вот вообще 8 тысяч, 9, что-нибудь такое, 10, может меньше. Да на самом деле не очень много, я думаю. Ну, пусть будет, не знаю, $1500, может. $1500? Ну, мне кажется. Немало. Ну, за все время, за 6 лет игры, блин, это и немного.
Ну, в принципе, да, и немного. А сможешь назвать самую дорогую покупку? Ну, не то, что покупку, это самую дорогую трату, могу сказать, там только появились скины с Батлстатом, там, по-моему, калаш какой-то, Industrial, что-то такое называется. Я включил музыку, как она называется, Стерео Саян, по-моему, на ютубе. Я стримил, Стерео Саян 3D, это музыка, и открывал кейсы. Открывал, пока не потратил там долларов 600, мне вообще ничего не падало. И потом мне заблокировали карту, и все, я перестал открывать. Ну, популярность, средняя такая. Раньше был лучше, мне кажется, в этом плане. В какой-то момент там что-то пошло не так, были приняты, может быть, неправильные решения, не знаю, посмотрим. Хотя, с другой стороны, можно посмотреть это так, что это только начинается. Вроде есть какая-то структура, определенные команды специально там отбираются на глобалы. В общем, пробуют все новое. Но сцена пока живет, надеюсь, будет жить дальше. Я не знаю, мне кажется, равенство между регионами, формат квалификации, мне кажется, можно сделать, чтобы более честно все это проходило, типа регион, в котором действительно большее количество сильных команд, они получали больше слотов и так далее, чтобы более соревновательная сцена была. Да, вроде ни во что. Раньше в Atomic War играл, это кастомка в доте была. А так вообще ни в какие игры не захожу. Да, есть игра такая Survivor, а ее никому не рекомендую. Я на нее потратил уже, сколько там с Малайзии прошло, 3 месяца. Захожу каждый день, жму кнопку «Собрать прибыли», быстрый патруль, и вот так вот нажимаю. И 3 евро я в нее потратил в первый там день игры. Все, но до сих пор играю. До сих пор играешь. И никому не советуешь? Никому не советую. Да, я думаю, нет. Тренажерный зал, мне кажется, уже можно отнести к хобби. Это уже, я не знаю, пусть будет, да, не знаю. Это больше как повседневность, не знаю. Вот у тебя есть задача 4 раза в неделю сходить, ты сходил. Если это скорее потому что надо, наверное. От нечего делать, грубо говоря. Будь моя воля, я бы чаще путешествовал, куда-нибудь выезжал, там, не знаю, там, на неделю просто либо на море погреться, либо в какую-нибудь страну просто посмотреть. Мне это нравится. Вот, например, в прошлом году на Бали ездил на 1,5 месяца, на мотоцикле там наездил, 2800 километров по острову. Мне понравилось, повторил бы еще раз. И баскетбол иногда, там мячик покидать тоже прикольно. Да, как таковой цели нет. Да просто желание выиграть все, к чему я прикасаюсь со своей командой, и вот и все. Просто сначала вот этот турнир, потом следующий какой дадут. Просто хочу выигрывать, и ничего вы мне не сделаете. Допустим, проснулся в 8:30 утра. Это последний, не знаю, возьмем там месяц, как я жил. Проснулся в 8:30, пошел поставил чайник, растворимый кофе там насыпал в кружку, пошел там контрастный душ принимать. Вышел, достал там кашу с холодильника, пошел в зал, вернулся с зала, поел, поспал. Если есть тренировка, потренировался. Если нет тренировки, лежу просто, не знаю, или за компом там ютубчик смотрю. Потом опять поел. В принципе, все как-то так, потом спать. Звучит как идеальный день. Я поддерживаю. Яичница, омлет с яичницей. Пойду в бар. Мирамар. Мирамар. Я не знаю, но деньги, наверное. Путешествие. Мне Мелман путешествие, да, он прав. Мелман подсказал путешествие. В других людях бестактность. Что-нибудь, не знаю, отвлекусь на что-нибудь, просто там в телефоне, может, или рилс посмотрю в Инстаграме, и все. На фабрике шоколадной. Почему на шоколадной фабрике? Не знаю, я бы хотел плохо там работать, чтобы никто не ел шоколад. Это нужно зайти в рилсы, там прям смешные были. Вспоминай «Титанов». Довольно-таки мотивационный фильм, поэтому рекомендую. Ребята, всем пока. Вы посмотрели интервью со мной. Все, счастливо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это, кстати, обязательно.